Дорогие друзья, сегодня это видео для людей, которые родились 3, 12, 21 и 30 числа любого месяца. В предыдущих двух видео я рассказывала о людях, относящихся к 1 и 2 числовой группе, а сегодня мы поговорим о людях, дни рождения которых относятся к 3 числовой группе. Всех этих людей с их искрометностью и уверенностью в себе можно охарактеризовать одним словом – самовыражение. Ведь действительно, это творческие люди с великолепным чувством юмора, неиссякаемым энтузиазмом и умением нести радость людям. Все, чьи дни рождения относятся к числовой группе 3, имеют практически одинаковый набор качеств. Но начнем по порядку. Если вы родились 3 числа, вам несказанно повезло. Число 3 считается самым счастливым числом. Помимо того, что вы несете радость людям, вы просто не можете не быть творцом с вашим-то набором творческих способностей. Вы благословенны счастливым духом детства и просто заражаете окружающих вас людей этой детской радостью. Из-за всего этого вас постоянно тянет к различным приключениям. Поэтому и в личных отношениях вы не постоянны. Ваш партнер должен с пониманием относиться к тому, что вы любите свободу, и не должен ограничивать вас в ней. Поэтому-то, наверное, вы и сохраняете эмоциональную дистанцию. Вы долго присматриваетесь, выбирая такого партнера для жизни, который, как и вы, легкий на подъем, веселый, полный жизненной энергии, общительный, любит проводить время в окружении многих людей. Также вашему партнеру придется либо смириться с ролью слушателя, либо он по своей натуре просто не очень словоохотливый, потому что вы со своей открытостью, самоуверенностью в сочетании с тонким чувством юмора переговорите кого угодно. Благодаря всем этим качествам вы очень популярны у противоположного пола. Бывает до такой степени, что приходится назначать по нескольку свиданий в день. Тут могу дать совет. Не переигрывайте на первом свидании, дабы просто произвести на партнера наилучшее впечатление. Он и так окружит вас вниманием, которого вы в принципе и добиваетесь. Не всегда эти встречи проходят так, как бы вам хотелось, но это вас не огорчает. Любая встреча приносит вам радость, и не все вы воспринимаете всерьез. Как я уже сказала, вы предпочитаете держать дистанцию в области эмоций. Но иногда можете выбирать партнера, руководствуясь только первым впечатлением. Да, для первого свидания это не имеет особого значения, но потом может обнаружиться, что ваш идеал вовсе не идеал. Но вы не огорчайтесь. В следующий раз вы постараетесь подходить к выбору партнера более взвешенно. Ведь частью вашей природы является непостоянство, и вы, как бабочка, можете перелетать от одного цветка к другому, наслаждаясь при этом свободой. Даже когда вы останавливаете свой выбор на ком-то одном, вы постоянно будете стремиться к новым приключениям, только лишь потому, что и чувства ваши непостоянны. В жизни вы любознательны и многосторонни, имеете высокоразвитый творческий талант. Можете заниматься несколькими делами одновременно, поскольку пытаетесь попробовать себя во всем, где можно только применить свои творческие способности. Вам не знакомы никакие страхи. Вы обладаете физической и умственной энергией, любите спорт, путешествия и вдохновляете на это и других. Но вам нужно научиться самодисциплине, самообладанию, концентрации своей энергии на каком-то одном виде деятельности. Нужно выбрать такое направление, где можно самовыражаться и быть в центре внимания. Это такие профессии, например, как актер, писатель, физиотерапевт, туроператор, художник, одним словом, там, где можно поговорить и потворить. Если ваш день рождения 12 числа, это говорит о том, что вы обладаете дружелюбием и энтузиазмом, но при этом хотите сохранить собственную индивидуальность. Тут же влияет, единица влияет на двойку, и на тройку в общем итоге. Число 12 эмоциональное, социальное и сердечное. Вы обладаете интуицией, уверенностью в себе, веселым нравом, хорошими манерами, ясным умом и прекрасным чувством юмора. Вы способны извлекать из любой ситуации лучшее и довольствоваться тем, что есть. Для вас основным приоритетом является семья.
Вы благородны и добры, при этом рассудительны и всегда идете навстречу партнеру. Вы не только следите за своей внешностью, но и уделяете внимание внешности своего партнера. По природе вы прирожденные лидеры, но иногда обращаетесь за советом к партнеру или уступаете ему инициативу и с удовольствием делитесь своими идеями со всеми окружающими. В картах Таро 12-й аркан – это повешенный. Тут нужно быть осторожным, поскольку есть очень тонкая грань – не впадать в жертвенность, то есть не чувствовать себя жертвой, таким человеком, которым все пользуются, а он не может ничего при этом сказать. Поэтому вам свойственна либо завышенная самооценка, либо чувство собственной неполноценности. Именно поэтому вы можете быть ревнивцем или собственником. Вам необходимо осознавать право человека на выбор и стать более терпимым при этом. Вы склонны оценивать всех строго и резко, способны впадать в крайности и переходить от страстной любви к не менее страстной ненависти. Вам необходим партнер, который разделяет ваши взгляды на брак. Хорошо бы, если бы ваш партнер воспитывался в большой, дружной, любящей, многодетной семье и исповедовал бы те же ценности, что и вы. Вот там вам будет раздолье. Вы с радостью вольетесь в многочисленный клан родственников любимого человека, так как общение для вас – это как воздух. Вы добры и рассудительны, и всегда идете навстречу пожеланиям своего избранника. Но не отказывайтесь, конечно, и от ответных знаков внимания. В случае конфликтной ситуации вы стараетесь погасить ссору какой-то уместной шуткой и высмеять сам предмет ненужного спора. Однако, если уже дойдет до расставания, куда уж без этого, возможно, то возможны какие-то всплески эмоций. Но все равно это длится недолго. Вскоре ваша чаша весов опять перевесит в сторону веселья и удовольствия. Из-за того, что вы постоянно заняты, вам трудно реализовать личные отношения во всей той полноте, которая нужна. У вас все время какие-то неотложные дела. И вашему избраннику нужно набраться мужества и чаще напоминать о своем существовании. Возможно, вам нужен какой-то педантичный партнер, который ничего не имеет против строгих правил и ежедневной рутины. В этом случае вы как бы ни были заняты, что бы вы ни делали, но заранее спланированное мероприятие произойдет в назначенный час. Ключ к вашему успеху как в карьере, так и в личной жизни – это дисциплина и обязательность, умение направлять свои творческие порывы в конструктивное русло. Как я уже говорила, для всех представителей числового ряда 3 работа должна быть связана с общением с людьми, где можно самовыражаться и активно взаимодействовать с другими. Тут подойдет профессии ведущего на радио или телевидении, повара, массажиста, диетолога, писателя, садовника, учителя, политика, торговца какого-то или артиста, как и в предыдущем я говорила. А теперь перейдем к следующему числу рождения, число 21. Если вы родились 21 числа любого месяца, вы очень общительны и легко сходитесь с людьми, как и все тройки. Вам свойственны глубокомыслие, целеустремленность, рассудительность, обаятельность, энергичность, честность и еще очень-очень много различных чеснот. В любых обстоятельствах и при любых ситуациях вы поступаете так, как считаете нужным, и принимаете жизнь такой, какая она есть. 21 – это число трансформации. С этим числом рождения вам предстоит осознать себя, пройти путь преображения себя и прийти к пониманию высших законов. В жизни вы доверяете своему внутреннему чувству, верите в добро и уважительно относитесь к людям. Но у вас, как и у каждого человека, есть, конечно, и свои недостатки, на которые нужно обратить внимание. Вы бываете порой нерешительны и пытаетесь найти верное решение путем проб и ошибок. Бывает и наоборот. Вы становитесь слишком самоуверенными и идете напролом. Вам надо научиться отдавать бескорыстно и не рассчитывать на похвалу. Иногда с вами очень трудно общаться, потому что вы можете прибегать к резким и агрессивным методам выяснения отношений, дабы доказать свою правоту.
ну, либо же для того, чтобы обратить на себя внимание. Ваша жизненная задача – научиться фокусировать и развивать свою энергию, а также направлять ее в нужное русло. В личной жизни вы не испытываете недостатков поклонников и не возражаете против их многообразия. Возможно, будете танцевать с одним, ужинать с другим, а спать с обоими, хотя и не одновременно. Не добившись своего, раздражаетесь и становитесь просто невыносимыми. Вы выступаете за полную свободу отношений. Но тут опять все двояко. С одной стороны, вам нужна долговременная прочная связь, а с другой, вы не прочь позабавиться, не связывая себя никакими обязательствами. Однако вы очень оберегаете семейные ценности. Ваш дом всегда открыт для гостей. Впрочем, вы и сами прекрасная хозяйка, умеющая развлечь и не дающая скучать участникам вечеринки. Перед таким застольем вы не только тщательно обдумываете, кого пригласить, но и в деталях планируете сервировку стола, освещение, музыкальное сопровождение и так дальше. Вам нравится заводить новых друзей. С этой целью вы отправляетесь в дальнее путешествие. Не исключено, что когда вы устанете от новых впечатлений и почувствуете собственную неприкаянность, вам встретится человек, способный составить вам компанию в путешествии длиной в жизнь. Вы заботливы и внимательны к своим близким. Радость и счастье, которыми жизнь вас щедро наделила, обретают смысл только тогда, когда вы можете поделиться этим всем с другими. Поэтому ваш партнер должен быть не меньшим жизнелюбом, чем вы сами. Число дня рождения 21 наделило вас сильным материнским инстинктом, который распространяется и на вашего избранника. Вам по душе теплые семейные отношения. И, возможно, вы наконец решитесь создать семью и завести детей. Вероятно, вам нравятся люди, с которыми можно поговорить о литературе, искусстве, политике и религии. И замыкает числовую группу 3 люди с числом дня рождения 30. Это означает, что вы разделяете характерные черты всех троек. Вы обаятельный, творческий и общительный человек. Вы, вероятно, также обладаете даром слова и нуждаетесь в ощущении, что вас ценят другие. Вы обладаете широтой взглядов, быстрым аналитическим умом, деловой активностью, спокойствием, независимостью, даром красноречия, остроумием, энтузиазмом, и так дальше. Вы склонны к линии и самооправданию, но тем не менее вы удачливы. А присущее вас замечательное художественное чутье и чувство гармонии отражают позитивные аспекты этого числа. У вас острый язык, и порой ваши шутки бывают далеко не безобидными и больно ранят людей. Критикуя других, вы делаете это либо из ревности, либо из чувства превосходства над людьми. Нужно помнить, что если человек самодостаточен, то у него нет необходимости привлекать чье-то внимание. Временами вы просто не знаете, за что взяться, так как планируете многое, а иногда разбиваетесь между работой и семьей. Но тут надо помнить, если вы будете ориентироваться на веселую жизнь, а не на работу, то можете растерять все свои таланты, которые даны вам от рождения. Научитесь быть осторожными и не растрачивать свою энергию по пустякам, а также учитесь направленно прилагать усилия для решения долгосрочных задач. Но тем не менее вы прекрасно общаетесь с людьми из разных слоев общества и различных интересов. Своим присутствием вы способны вдохновлять окружающих на творческую и продуктивную деятельность. В вашем присутствии люди чувствуют себя легко и уверенно, так как ваше жизнелюбие заразительно. Вы способны на сильные чувства и глубокие мысли. Любите общество друзей, привлекательны и любвеобильны. Так как вы ведете активный образ жизни, любите бывать на людях и путешествовать, то и партнер вам нужен такой, который способен выдержать вот этот ваш бешеный темп жизни и выслушивать ваши пространные речи. Впрочем, вы вполне самодостоятельны и всегда найдете с кем поболтать.
И все же иногда вам будет необходимо иметь рядом с собой внимательного и отзывчивого спутника и компаньона. Вы свободолюбивы и своевольны. Вам нужен и партнер такой же, который не будет для вас обременительной ношей или помехой на жизненном пути. Например, вы постарайтесь держаться подальше от того, кто просто делает над собой усилия, чтобы пойти, например, в гости, или требует, чтобы его развлекали. Скорее всего, такой человек заставит вас задуматься о смене партнера. Обретя свою вторую половинку, вы делаете все возможное, чтобы удержать ее. Жизнерадостные по натуре, вы излучаете веселье и беззаботность и стремитесь найти такого же спутника жизни. Но, возможно, вам нужен и практичный, и приземленный партнер. Возможно, подумайте и на этом. Подумайте над этим, вернее. В то же время вы из тех романтиков, которому нравится ужин при свечах, прогулки при луне, цветы и коробки конфет, оставленные у вашей двери. Вы сентиментальны и любите рассматривать старые фотографии или сидеть у камина, вспоминая о восторгах веселого времени. Таким образом, надолго удерживать ваше внимание сможет человек, способный на глубокие и романтические чувства. Вы умны и любите людей, с которыми есть о чем поговорить. Временами вы, конечно, избегаете шумных вечеринок, предпочитая им серьезную и содержательную беседу со своим партнером или друзьями. А иногда на смену утонченному юмору приходят какие-то грубоватые шутки, которые сыплются из вас, как из рога изобилия, и развлекают таким образом вашего партнера. Возможно, вам нравится смешить и дурачить своего избранника, так как дар к лицедейству у вас в крови. Вы также любите детей и умеете их развлечь. 0 после тройки передает вашим словам огромную силу и самовыражение, так же, как и способность воодушевлять других. Вот это ваша стезя в жизни. Я надеюсь, что помогла людям, относящимся к числовой группе 3, разобраться в себе и понять себя. Как всегда, прошу не делать глобальных выводов относительно себя и своей жизни, руководствуясь вот только числом рождения. Напоминаю еще раз, число рождения начинает влиять на вашу жизнь примерно с 28-30 лет. До этого мы учимся, развиваемся, выбираем свой жизненный путь, который порой вот совсем не тот, который уготовлен нам свыше. Вот почему иногда не сходятся нумерологические характеристики с реальностью. Ведь нумерология – это как прогноз погоды. Она говорит: возможен дождь, возьмите зонт, чтобы не намокнуть. А вы выбирайте. Можете не поверить и намокнуть, а можете поверить и раскрыть зонт. Или еще вариант. Можете просто пересидеть дождь в каком-то уютном кафе за чашечкой кофе с приятным собеседником. Видите, сколько вариантов? Поэтому подумайте, действительно нумерология наука. А я, как всегда, прошу отреагировать, как-то отреагировать на это видео. Полезна ли была информация или не стоит тратить ни свое, ни ваше время? Напишите, пожалуйста. Поставьте лайк, если понравилось. Подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы. Я отвечать буду по мере возможности. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. До новых встреч. Будьте здоровы и счастливы.